Девчонки, всем привет! У нас сегодня с вами будет видео «Первое впечатление» о палетке Anastasia Beverly Hills Cosmos. Да, я все-таки ее приобрела. Когда только вышла эта палетка, я для себя решила, что это будет очередной запуск Анастасии, который я пропущу. Но шло время, я смотрела обзоры, не понимала, почему все так восторгаются. И потом что-то меня переклинило. Видимо, сработала моя косметическая биполярка, я не знаю, что это было. В общем, я ее заказала. Заказала в турецкой Сефоре. Она мне обошлась в 1500 лир. Я, как обычно, переведу все цены в рубли и в евро. И вот она у меня. Кстати, палетка приехала мне уже 4 дня назад, и я только сняла с нее сводчи. Я нашла дюпы под нее, чтобы вам показать сегодня в конце видео. И я не делала еще ни одного макияжа. Сегодня мы будем краситься в первый раз. И я буду делать макияж, который меня добил. Почему я, в общем, приобрела в итоге эту палетку. Вот так выглядит сама палетка. Все ее уже много раз видели. Очень приятная на ощупь упаковка. Конечно, цвет не такой, как мы, наверное, привыкли ассоциировать с космосом. Но для меня внутри, да, целая галактика. Ну что сказать, палетка очень красивая. Сейчас я сюда приложу шорт со сводчами, которые я выкладывала недавно. Оттенки, конечно, можно повторить, если очень захотеть, но все вместе смотрится очень многообещающе. И это, наверное, главная причина, почему я купила данную палетку. Во-первых, потому что почему-то она у меня откликнулась каким-то вайбом 2000-х. Не знаю почему, а сейчас 2000-е очень в моде. Почему-то очень меня вдохновили макияжи, которые получались ей у некоторых девчонок. И когда я смотрела обзоры, я отдавала себе отчет, что в принципе вот в этих шиммерах нет никакой особой уникальности. Ну так, если забегая вперед, да. Но они здесь собраны вместе, скомпонованы в одну цветовую гамму, которая вот передает какое-то настроение. И сегодня я хочу повторить просто потрясающий макияж, который мне очень-очень понравился. И заодно посмотреть вообще, получится ли тот эффект, который у девушки в видео получилось передать. Я оставлю все ссылки на ее аккаунт в описании. Я вам прикреплю референс макияжа, который сегодня буду делать. Он, конечно, безумно красивый. Единственное, что я сразу хочу сказать, что, возможно, рамочку матовыми оттенками я сделаю немножко по-другому, потому что у меня совершенно другой разрез глаз, как мы можем понимать. И все-таки данный макияж, он более творческий, да, скажем так. А я сегодня еще пойду в ресторан. И меня интересует в этом макияже главное, что меня вообще подкупило, после чего я просто нажала эту кнопочку «Заказать», это смешение данных оттенков. Насколько я поняла, в плане базы матовой, в плане построения формы используются вот эти вот 3 оттенка. Вот. Но у девушки явно более смуглый цвет лица, соответственно, я, наверное, начну все-таки с этого оттенка и плавно буду затемнять вот этими вот 3 оттенками и буду пробовать делать растушеванную стрелку. Оттенок Марс мы сегодня использовать не будем. Сразу скажу, что такой макияж для меня максимально непривычен, я такое не делаю. Если не получится, сильно меня не ругайте. Выбрала самые маленькие кисточки в своей коллекции, чтобы быть более аккуратной. Давайте начнем с оттенка Space Dust. Так, какие особенности? База у меня не припудрена, кисти у меня синтетические. Вижу, что оттенки пылят, но не так сильно, как старая формула Анастасии. И, ну, все-таки кисти синтетические, поэтому, ну, Space Dust, вот этот вот оттеночек, он запылил. Я не буду использовать матовые оттенки вот в этой области вообще. Несмотря на то, что буду делать растушеванную стрелку, не планирую сильно вытягивать тушевку, как у модели, потому что не люблю.
Хороший транзитный оттенок. У меня сейчас лицо загорелое. Лег он хорошо, без проблем. И не то, чтобы на мне особо заметен, если честно. Но это говорю, потому что я загорелая. Я вижу, что автор видео использовала кремовую подложку. Я не буду этим заниматься и возьму просто матовые тени. Возьму Комет. Комет — это уже такой оттенок с явной примесью красного. Кисточку, кстати, я взяла поменьше. Я всегда с новыми палетками, с первыми макияжами очень сильно осторожничаю, потому что боюсь накосячить. У девушки также затемнен внутренний уголочек глаза. Я вот думаю тоже попробовать. И второй глаз. Кстати, оттенок Комет, он пылит намного меньше, то есть, видимо, это вот Space Dust, такой пылящий. Мне кажется, достаточно. Теперь я возьму оттенок Eclipse и, наверное, возьму прямо бочоночек уже. Оттенок Eclipse по ощущениям посуше, что ли, немножко, чем предыдущие два. Он уже холодный, и мне интересно, как будет сочетание холодных и теплых матовых на мне смотреться. Для складочки беру все-таки предыдущий бочоночек, чтобы полегче нанеслось. Мне нравится, как тушуется. Я приобрела эту палетку на прошлой неделе. И в этот понедельник в Sephora опять поднялись цены. Сейчас эта палетка стоит уже на 25% дороже, чем она стоила неделю назад. Это, конечно, просто что-то с чем-то. Ну, не сказать, что я сильно довольна тушевкой. Ладно, потом еще подправлю. Сейчас сделаю второй глаз и займемся уже самым темным оттенком Dark Matter. Он, кстати, на сводчах был наименее удачный из всех и хуже всех себя проявил. Но вот этот вот Eclipse оттенок, в принципе, он неплохой, просто, может быть, я недостаточно стараюсь. И вот здесь вот, ну, это моя вина.
будто надо получше потушевать, в общем. Вот как-то так. Как всегда, с темными, холодными оттенками мне работать сложновато, откровенно говоря, поэтому я тут ни на что не претендую. Ну вот как в зеркале, мне нравится. Не знаю, что там на камере у вас. Да, наверное, все. Я хочу взять маленькую кисточку и оттенком Eclipse затемнить внутренний уголочек глаза, как сделано в видео. Вот так. И теперь можно переходить к оттенку Dark Matter. Это черный оттенок. Ну, как он темно-темно-сливовый. Он, кстати, не очень хорошо сводчится. В нем нет блесток. Не смотрите блестки. Это у меня нападали из оттенка Galaxy, который мне пришел подбитым, к сожалению. Сам по себе этот оттенок матовый. Он не пигментированно выглядит на сводчах, но я уже на такое не поведусь. Знаю я некоторые такие оттенки, которые потом бахнешь, и они на глазах такие пигментированные. В общем, и я финально закончу образ, постараюсь сделать растушеванную стрелку и углубить еще по нижнему веку тени. Ну что ж, вот так. Мне кажется, нужно вот этот глаз довести до этого состояния, и я вернусь к вам. Форма матовыми готова. Честно вам могу признаться, я ее делала 20 минут, просто потому что, ну, осторожничала, потому что оттенки холодные, темные для меня не самые привычные макияжи, потому что, ну, макияж темный, да, ну, в общем, опустим, обычно на макияж глаз у меня уходит, чтобы вы понимали, с шиммерами минут 15 максимум, это еще потому, что я там потом тушь крашу, тут только на форму у меня ушло 20 минут, я еще на следующей неделе сниму видео еще с 3 макияжами этой палеткой, и уже вам дам свой отзыв по поводу матовых. Я думаю, что уже можно переходить к шиммерам, к самому интересному. И начнем мы вот с этого оттенка. Это оттенок Mercury. Он на модели нанесен вот в этот вот уголочек глаза. Красивый такой серый оттенок. Стальной. Я его подрастушую до полупрозрачного состояния, чтобы граница у него была помягче. А стороной кисточки, которой я его набирала, заведу-ка я его на матовую форму. Нравится мне такое делать. Вот так. Красивый оттенок. Я не вижу в нем отдельных блесток, но он красивый. Он прекрасно набирается, даже пушистый такой, не сильно плотно набитый, плоской такой кисточкой. Прекрасно переносится, потрясающе просто. Маслянистый. Опять немножко сюда завожу. Растягиваю этот оттенок до полупрозрачного состояния, потому что потом я буду наносить сюда другие шиммеры, а они идут без подложки, чтобы они мягче друг в друга вошли. И теперь, наконец-то, можно наносить оттенки, из-за которых мы все тут собрались. Я вижу, что по нижнему веку у модели пущен оттенок Super Cluster, с него, наверное, и начнем. Беру плотненький, коротенький, малюсенький бочоночек и наношу. Он что-то не набирается. Ну, сейчас попробуем. Очень красиво на темном оттенке раскрывается этот оттенок.
прям горит. Очень красиво. Он вроде бы и голубой, но в нем зеленые частички, зеленый блик. Очень красивый. Так, далее у нас будет оттенок Супернова. Он на модели нанесен вот сюда. Супернова прямо горит. Причем мне нравится это нанесение, потому что я очень люблю именно вот в эту зону усталости. У меня углубление тут такое анатомическое. Наносить шиммер, мне очень нравится эффект. И вытягиваю этот шиммер вот сюда. Очень красиво. Второй глазик. Теперь оттенок Квазар мы наносим вот сюда. Я смотрю, что наносится он такой достаточно легкой кистью, такую и возьму. Он и этой кисточкой великолепно набирается. И я наношу его совсем чуть-чуть. Его можно нанести более пигментированно, но я хочу легкую дымку. Очень классно. И на вот эту вот часть подвижного века я нанесу оттенок Sun. Для оттенка Sun опять беру бочонок. Оттенок Sun немножко отличается по формуле от предыдущих шиммеров. Он более какой-то рыхлый, не такой блестящий, более приглушенный. И вот я его ввожу в оттенок Mercury. Давайте посмотрим, что получилось. Я, конечно, еще не доделала, но мне так нравится. Какой-то такой эффект, немножко готической единорожки, немножко космоса, конечно. Космос тут есть, все-таки Вселенная. И не хватает, естественно, карандаша и туши. Сейчас доделаю и вернусь к вам. Девчонки, я доделала макияж. Давайте посмотрим его поближе. Вот, пожалуйста, референс. Девушка-визажист, не судите меня строго. Как получилось, так получилось. Мне безумно нравится. Я именно этого и ожидала от данной палетки. Именно поэтому, по причине возможности комбинировать потрясающие полупрозрачные шиммеры-топеры, я ее и купила. Давайте все-таки обсудим поподробнее палетку, мои первые впечатления. И я планирую сделать еще несколько макияжей, выложить их в отдельном видео, но, скорее всего, что мнение у меня об этой палетке не изменится, потому что перед тем, как ее приобрести, я посмотрела кучу обзоров, я подумала, я подюпила ее в своей коллекции и прекрасно понимаю ее очевидные, не то чтобы недостатки, но очевидные нюансы и для себя, и очевидные плюсы. Я рада, что эта палетка появилась в моей коллекции. Мне нравится вообще, в принципе, концепция такого макияжа, вот как, знаете, началось это все с палетки Cyber.
от Urban Decay. Была прекрасная задумка, прекрасная концепция, потрясающая презентация, но потом сводчи себя не оправдали, они были намного менее впечатляющие, чем и первоначальная презентация, и там такая же была концепция, то есть 2 матовых всего, здесь нам их дано больше, как теплые, так и холодные, и растяжка таких шиммеров, топеров, даже с намеком на дуохромы. И вот это вот более совершенная версия такого футуристического, космического какого-то макияжа. Это действительно космос на глазах. Если вы посмотрите фотографии, не знаю, хоть любого созвездия, это вот такие вот оттенки. Очень вдохновляющие, и изначально я, когда только увидела эту палетку, я подумала, что ничего особенного, я не буду ее брать, у меня все это уже есть в коллекции, зачем мне это все, но потом я просто прониклась этой концепцией, я увидела, что как только девушки в обзорах начинают смешивать эти шиммеры, на глазах это просто смотрится потрясающе, на глазах буквально загорается вселенная, очень красиво, и именно поэтому я ее взяла. Я прекрасно понимала, что здесь не особо уникальные оттенки для любителей мультихромов, дуохромов, у кого большая коллекция, наверняка уже есть и какая-нибудь палетка типа Viseart прекрасных матовых оттенков, и какая-нибудь наборная палетка мультихромов супер классных. Это очень носибельный вариант для людей, которые не особо любят яркие, выразительные мультихромы, а любят что-то более приглушенное. И если не заниматься вот этим вот смешением оттенков, здесь можно сделать дневные, прекрасные, вообще универсальные макияжи. Я обязательно это буду делать. Меня безумно вдохновила эта палетка именно своей концепцией. Если ее воплощать на глазах, получается очень красиво. Поэтому по поводу матовых. Вот этот вот оттенок самый пылящий, светлый, он называется Space Dust. Все оттенки тушуются замечательно. Мне пришлось приложить побольше усилий вот этому оттенку Eclipse. Он холодный, у меня, в принципе, редко я использую такие цвета в макияжах, и мне их дольше растушевывать нужно. Вот этот вот оттенок, он менее проблемный, чем вот этот, потому что он менее пигментированный, вот этот оттенок безумно пигментированный. И вот этот вот оттенок, он не черный, он темно-темно-сливовый, из-за этого темно-темно-баклажановый, из-за этого его очень комфортно добавлять в макияж. Он постепенно наслаивается, и он в этом плане безопасен. Мне очень нравится подборка матовых, мне нравится, что они такие базовые для представленных блестяшек. Это самое оно. То есть можно сделать вот этим оттенком, потом вот этими 2 холодное что-то, а можно сделать этими 3 оттенками что-то очень теплое. Они очень легкие в работе, они так сильно не пылят. И да, в работе у меня пылил только вот этот оттенок. Далее, что касается шиммеров, забыла сразу сказать еще про один матовый. Вот этим матовым я не пользовалась, я пока не знаю, как его применить, потому что это очень красивый цвет с разноцветными такими голубо-сине-зелеными блестками. Просто я редко делаю такие смоки, а чтобы его потенциал полностью отразить, нужны именно черные смоки. Иначе он просто растушуется в черный, и все блестки слетят. Вот этот вот оттенок, это единственный оттенок, который здесь в формуле плотного жирненького шиммера. Он хорошо набирается кистью, серебристый. У него серая база. Я не вижу в нем отдельных блесток. Могу сказать, что это абсолютно не уникальный оттенок, но он прекрасно работает с холодной матовой базой. Прекрасно. У меня есть палетка Huda Wild Obsessions, это Jaguar, и в ней есть вот такой вот оттеночек, но он более сухой, полупрозрачный, более светлый. Хотя тоже красивый, но он как будто бы даже потеплее. В этом есть какая-то сливовая нотка. И у меня есть вот такая однушка от Marc Jacobs. Это оттенок Glitter Rock. И это просто что-то с чем-то.
Так вот он выглядит. Ничего ему не делается, ему уже 3 года. Обожаю этот цвет. В этом цвете уже есть отдельные блестки. И он, конечно, ну, объективно красивее. Оттенок Орион, который представляет из себя такой сатинчик с отдельными золотыми блестками. Очень красивый цвет, я его пока не пробовала, и дюпов у меня точно на этот оттенок нет, потому что у него очень специфическая текстура. Я такой не видела, честно говоря, раньше. То есть это дуохромный сатин с отдельными крупными блестками. Очень интересно. Наверное, это все-таки нужно использовать на все подвижное веко. Это я как-нибудь в другой раз сделаю. И у нас с вами остались самые интересные цвета. Во-первых, наверное, оттенок Super Cluster, единственный, на который я в своей достаточно большой коллекции, как ни странно, не нашла никаких дюпов. Это голубой оттенок на прозрачной базе с переливом в зелено-золотой, если можно заметить. Это очень красивый цвет, который на темной подложке раскрывается зеленым. Не думаю, что он сам по себе уникален. Скорее всего, можно найти и у инди-брендов, и у той же Тами Танука, предположим, какие-то похожие оттенки. Ну, просто у меня такого нет. Остались 3 оттенка. Вот этот и вот этот. Это 3 оттенка, которые я задюпила в своей коллекции. Давайте начнем с оттенка Супернова. Это розовый цвет на теплой базе, тепленькая база и розовый перелив. Это не особо уникальный оттенок, и у меня много есть ему дюб. Во-первых, самый такой далекий дюб — это Pretty Baby от Tom Ford. Давайте засвочим. Знаменитый этот спаркл. Он на более темной базе. Да, здесь более темная база, поэтому оттенок кажется другим, но при некотором наслоении на матовые они будут похожи. Второй дюб похожий. Это однушка от Chic в оттенке Мимоза. И тут очень большое сходство в цвете базы, мне кажется. А блестки сверху малиновые, они ярче. Давайте сравнивать. Мимоза похожа. Она просто как будто более прозрачная и более интенсивная, скажем так, но очень похожа. И также у меня есть Huda Beauty. И в ней вот этот вот оттенок Moon Magic. Тоже очень похож, но Moon Magic намного ярче. Больше всего похоже Moon Magic. А базой похоже Chic. Но у Chic ярче блестки, более розовые. Ну, вы поняли, то есть это не особо какой-то очень уникальный оттенок на самом деле сам по себе. Перейдем к оттенку Квазар. Это зеленый на такой теплой базе, в котором также какой-то и розовый перелив тоже присутствует, но очень слабый. Также красивый оттенок. Вот он у меня нанесен такой более легкой кисточкой. У него я нашла более-менее такой дюб в своей палетке Aspen от Seattle London. Есть здесь вот такой оттеночек. Единственное отличие — у него более темная база. То есть они при каком-то повороте руки будут практически идентичны, но хоп, сразу тут более темная база. Хотя этот оттенок тоже такой полупрозрачный. И последний оттенок — это оттенок Sun. Тоже достаточно типичный дуохром. Он здесь в формате сатина. Он здесь более мучнистый в сравнении с остальными оттенками.
спарклами вот этими полупрозрачными. У него уже есть база, он уже не так блестит, и он переливается из рыженького в розовый. Ну, действительно солнце. И у меня есть палетка от Charlotte Celestial Pearl. И здесь есть прекрасный спаркл. Вот такой вот. Давайте его рядом засвочим. Ну, чем-то похоже. А теперь, Анастасия, извини, но будет удар ниже пояса. Дело в том, что эти 3 оттенка, последние, которые мы с вами дюпили, я нашла в палетке. Я, наверное, вас уже с ней достала. Это палетка от Lavelle. Я приложу картинку. У меня ее уже нет, потому что я раскидала эти оттенки по другим палеткам. Это палетка от Lavelle дюпит 3 оттенка из Анастасии Беверли Хиллз. Сейчас я их посвочу. Здесь оставлю картинку с Lavelle. И мы с вами посмотрим. Палетку Lavelle в свое время я брала за 300 рублей. Вот это оттенок Sun из Анастасии. А вот это оттенок из Lavelle. Нормально вообще? Это оттенок Квазар из Анастасии. Это оттенок из Lavelle. Они разные. Я соглашусь, в Квазаре очень красивый холодно-голубой перелив. И он поярче. Но тем не менее, да? А вот тут уже похоже. Оттенок Супернова из Анастасии и оттенок из Lavelle. Видно, что в Lavelle вообще, в принципе, оттенки все на такой тепленькой базе. Но, собственно, вы видите. И тут вопрос, стоит ли оно того, да? Именно вот это останавливало меня от покупки Анастасии. Потому что на самом деле, если разобрать по отдельности каждый оттенок в этой палетке, они совсем, эти оттенки, не уникальные. Если у вас большая коллекция, если у вас в ней есть мультихромы, если у вас достаточное количество базовых матовых оттенков, если вы любите смешивать, предположим, палетки и тени между собой, то вам эта палетка не нужна. Ну, серьезно, она не нужна. Возьмите просто макияж в качестве референса, любой, который вам понравился, и просто намешайте существующие цвета. Купите палетку от Lavelle за, там, не знаю, сколько она сейчас стоит, попробую найти, и будет вам счастье. Но оно все так, да не так. В итоге я все-таки ее приобрела. И в итоге она мне нравится. Она меня вдохновляет. Мне нравится, какие получаются макияжи. Мне нравится, что в одной палетке собраны эти оттенки. Мне нравится, что они не сильно дуохромные на самом деле. Они красивые, но не запредельно, там у них шрифт какой-то контрастный, да. Мне просто нравится, как это все сочетается вместе, что они такие носибельные, что можно сделать дневной, интересный, красивый макияж, что можно углубить его в любой момент, просто углубить немножко и получить уже что-то такое. Очень красиво, я не ожидала на самом деле, я очень боялась разочароваться, я очень боялась приобрести эту палетку и подумать, что нет, я зря потратила на нее 5000 рублей. Ну вот зря это было. Но я понимаю, что нет, потому что я человек, который как раз-таки любит такие носибельные дуохромные, мультихромные оттенки. Я человек, которому сейчас нравится что-то такое топерное и полупрозрачное. Кто не любит рассыпушки от Тами Танука, кто не может себе позволить просто сейчас покупать Тами Тануку, кто не любит смешивать из разных палеток разные оттенки, чтобы что-то компоновать, да? Мне нравится получить концепцию макияжа в одной палетке, взять ее и получить именно тот образ, который я сейчас хочу. И вот в момент, когда мне захочется какой-то отсылки к чему-то легкому, полупрозрачному и одновременно такому полусмоки, чему-то в стиле гранж, в стиле героинового шика, в хорошем смысле этого слова, в стиле такого
футуристичного чего-то, да, вот я буду брать эту палетку с большим удовольствием. Вот именно ради этого, ради вот этого ощущения, ради такого макияжа я ее и приобрела. Это просто хорошая палетка, качественная, от именитого бренда, который дает вам возможность на фантазию. Но это не та фантазия и разнообразие, которые, конечно, дадут вам инди-бренды. Вот этого от нее точно ждать не стоит. Это вот либо что-то очень повседневное, носибельное и, в принципе, взаимозаменяемое. Ну, очевидно. Либо это что-то про творчество. Вот. Поэтому я безумно рада. Меня эта палетка вдохновляет. Я хочу еще сделать ей несколько макияжей. С удовольствием вам их выложу. Наверное, они будут менее такие разноцветные по сочетанию цветов. Хотя мне очень нравится. Я смотрю на этот макияж, и мне он безумно нравится. Мне, ну, нравится, в общем. Он потрясающий. Так что, девчонки, вот такой у меня получился макияж. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что вам были полезны сравнения, которые я привела. Напишите, пожалуйста, что вы думаете. Стоит ли покупать палетку с неуникальными оттенками только из-за того, что они даны концепцией в том сочетании, в котором ты можешь получить вот такое вот что-то на глазах? Или это не стоит того, нужно сэкономить деньги, и нужно просто сочетать из разных палеток цвета и не дублировать. Потому что, ну, вот эта история, это, конечно, не про рациональность, да? То есть мы прекрасно это понимаем, особенно учитывая разницу в цене. Вот, все, что я хочу вам сказать. Я на самом деле просто в восторге, я не ожидала, что мне так понравится макияж. Увидимся с вами в следующих видео. Спасибо, что посмотрели. Всем отличного настроения, прекрасных выходных. Всем пока-пока!